Смотрим, наблюдаем. Все работает. Да? И снова всем привет. Я не поняла, как так приключилось. У меня неожиданно упало все, но оно раздуплилось настолько быстро, что я имела доступ написать в чате, что я причем написала вам с компа, что у меня все упало, и сейчас перезапустимся. Я, правда, не знаю, это пришло вам или не пришло, вы это увидели или не увидели, но вот так вот. Вот такой момент. Значит, при этом, возможно, у меня просто глюканула УБС-ка, я допускаю. Но не суть. Значит, быстренько все усаживаемся поудобнее. Мы должны добраться до копья и затыкать медведя до смерти этим копьем. Так, значит, переключаемся на игровую сцену. Еще раз, всем здрасте, всем привет. Хола и хай. И я снова с вами. И я Екатерина Пряникова, кто, может быть, забыл. И всем вот так вот. Все, переключаемся. Рекламка была? Нифига себе, рекламка была. Обалдеть. Как неожиданно. У меня сегодня не было вообще, по-моему, рекламы. Я что бы я ни смотрела, рекламы я не видела. Так. Ну ты же у меня белорус, конечно, ёптать. Все, назад к игре. Мы остановились на том, на чем остановились. А я, значит, матерюсь и ругаюсь на медведя, а он ходит и просто говорит мне: где это копье вонючее? Ни хрена я не туда пошла. Тут он меня, наверное, и поймает. А Маккензи не может запрыгнуть. Маккензи не может запрыгнуть. Наверное, там по дереву надо было залезть. Реклама всегда, когда стрим начинается. Ну, сейчас уже не у меня. У вас может быть, а у меня нет. Его жирная жопа сюда лезет, бляха-муха. Да-да-да, хитрый план. Чтобы вам хотелось... Блять, он идет сюда, ёб твою мать. Все, пока, Маккензи. Я не могу запрыгнуть. Он не может залезть. Эта жирная жопа не может залезть. Нет, может. Все, пока. Просто он меня изнасиловал. Во всех смыслах этого слова. Так, давай смотреть внимательно, как пробраться к этому ссаному копью. Вон оно, видите? Вон оно, вонючее копье это. Как мне, блин, к нему добраться? С минимальными потерями, значит, моих нервных клеток. В большие дырки главное не залазить. Надо залазить в маленькие дырки, в большие не надо. Иди нахрен отсюда, медведь. У него голова сейчас такая в горе. Он разворачивался, и голова в горе у него была. Да ты куда ты ходишь, ты, мохнатая, ты жопа. Как его маршрут? Почему это не Horizon? Почему нельзя сделать, значит, проложить маршрут и показать, как этот мохнатый пентюх будет ходить? Моу, он говорит, моу. Да, по норам раком бегаем, ага.
Стрелы подальше воткнуть? Слушай, я быстрее у него в жопе где-нибудь застряну, чем воткну ему что-нибудь куда-нибудь подальше. Блять. Встань и беги нахрен. Сука. Залезь, блин. У меня прям аж начинается... Куда мне? Как мне? Вот кто мне подскажет? Как мне? Как мне туда идти? Как мне туда залезть? Вот это я просто вокруг хожу, вокруг. Мне, наверное, вон надо по тому деревцу. Ссаный медведь. Развернись там где-нибудь и иди отсюда нафиг. Он идет сюда. Нахрен ты сюда идешь, медведь? Он сейчас будет тут у меня патрулировать. Это же большая панда. Панда? Надо его потискать. А панда прям не обидит ни хрена ни разу, да? Панда, блядь, еще... Залазь! Господи. Вон надо по дереву, наверное, вон потому залезть, да? Панда ленивый почти как ты? Да, ты же ленивая жопка. Вот, бери. Где нахрен ты? Где он, блядь? Вот он ты. Куда ты идешь? Блядь, я же поставила камень. Feeling faint. Я не сдохла? В смысле, я не сдохла? В смысле, я не сдохла? Так, у нас потеря крови, риск заражения. Хорошо. Хорошо, что мы подобрали там с чувака всякости, да? Значит, использовать. Я живая, да. Я... Может, это так надо было? Но вы видели, я поставила. Я поставила. Копье. Это средство не помогло. Почему? Потому что, блядь, все плохо. Сейчас зальемся антисептиком. Вылечено. Ешь, я не знаю, ешь обезболы там. Шприц первой помощи. Я полагаю, что это у нас сейчас будет адреналин какой-нибудь. О! Туц. Вонючий медведь. Где ты, гнида, блин? Мне нужна более ровная поверхность. Что ли, блин? У него заход как такой интересный был, блин. Давай, встает на дыбы. Дать отпор, дать отпор, дать отпор.
блядь, оттуда! Вали, гада! Иди сюда. Надо выдержать 3 атаки. Катя, надо выдержать. Давай. Усталость. Какое в жопу действие? Мы через 5 минут умрем, блядь. Давай. Вали, Марк! Миша, прости! I'm sorry. Such a majestic creature. Ну, черную дыру, возможно. But this new world will make murderers of us all. О, я как-то дошла. Mackenzie. Голодранцем дошла как-то. The bear. Мне жалко dead. Мишку. Зачем просить прощения, я не знаю. Но Мишку жалко. Good. You're up. Просто ты видел его взгляд, когда Мишка понял, что ему кирдык, у него просто такой взгляд был. I let you rest since I needed time to fix the radio. Ha! And what did I tell you? Those transponder parts did the trick. They were perfect. Я молодчинка, конечно, я убила медведя, блин. Это просто Signal strength кровь looks никогда like не it might смоется с be моих рук. sufficient, but who knows how long it'll last with this unpredictable aurora in the sky. Okay. So can we call Мы Perseverance можем Mills? связаться с I've неотступными already set the мельницами. frequency. Just toggle the call button and cross your Нажми на fingers. кнопку вызов, нажми на кнопку, получишь результат. Давай сделать вызов. Here goes nothing. Hello? Is this the radio station at Perseverance Mills? We need help. There's some kind of quarantine situation. Hello? What do you mean quarantine? Карантин, Is there a какая-то doctor помощь. with you? We need a doctor or medical assistance. Доктор. Что? Can you? Damn it! No! Damn it! I'm sorry, Jeremiah. That was my only Упс. Only chance Волосы не for виноваты, я what? нервничаю. Я когда нервничаю, я всегда We need to что-нибудь find your делаю. lady friend. I need to reach С someone волосами, too. либо мне надо что-нибудь в руках It's my теребонькать. only chance. Well, we can find another radio. Or repair this one. Get new parts. Ага. No. Хантер, ты все секреты There's only one way now. прям просто вот выдаешь You need to мои. do it. Me? Need to do what? You need to take my message. Доставить You сообщение. need to Собирайся deliver сам, it иди for me. доставлять It's сообщение. important. You need to do it for me, Mackenzie. Тебе тут нечего It's делать, been медведь weeks сдох. before I can travel that far. You need to do it for me, Mackenzie. Okay. А okay, меня медведь take it не easy. подрал. You Он don't так говорит, как будто understand. You don't understand what's он coming, тут лежит Mackenzie. при смерти. А меня только что медведь просто вот так вот во все щели, блин. Or else none of the rest of it matters. Okay, Jeremiah. I'll take your message. It's only a little detour for you. On the way to Perseverance Mills. Мне надо сделать A небольшой little крюк. detour that can change a lot. Maybe everything. Куда мне надо будет идти? I'm listening. Go through Carter. Через You'll need to Картер. get the old elevator system working. Запустить старую систему The лифтов. Aurora, it just might work. С северным сиянием, возможно, Go она through заработает. Carter, the lower part of the dam. Look out Через for нижнюю Yeah, часть I know. дамбы. Unstable. Right. Through Carter,
out the other side. Через Картер You'll насквозь. find your way to Signal Hill. Так доберемся до холма There's a weather радиовышки. service radio there. Там More на старой powerful than my радиостанции есть shortwave. радио. You should be able to reach them. Reach who? I'll give you the frequency. Ask for Atwood. Это вот какой-то. Atwood. Got it. Хана What's the радио message? нашему. Wintermute. Винтермьют. Intermute? Yeah. Just that. Atwood will know what it means. Какие-то они мутные. Once you've done that, keep following the road north and you'll eventually get to Perseverance Mills. You'll start seeing the signs a few days walk out. Oh. Okay. Got it. And what will you do? A couple more days to recover, and then something else I gotta do. А You're мне in no полежать. state. Relax, Mackenzie. It's a short trip. But one I А gotta мне take. полежать ты дашь, чувак, поспать And просто with the перед old bear out дорогой? of the picture, I may have half a chance now. Thanks to you. Well, Конечно, благодаря мне я don't make all my медведя hard work завалила. keeping you alive be for nothing. Good luck finding your lady, Mackenzie. Удачи, хорошо. She's Тебе okay. тоже, чувак, удачи. Надеюсь, твой глаз заживет. Upside down world won't be easy on the good people. I think you know that. Thanks. She's out there somewhere. And she's a strong one. She'll make it. And I'll find her again. In Perseverance Mills. Ну, Don't допустим. forget about Atwood. Не забудь про Эдвуд. Не Take забудем, care of хорошо. yourself, Jeremiah. Береги себя, Джереми. Мы This сейчас... gear's starting to slow me down. А? А? Я замерзаю. Подожди. Я замерзаю. Почему? Потому что все плохо. Потому что все плохо. У меня в рюкзаке 49 килограмм. Это уже, наверное, не восстановить. Подожди, ты меня... I'm done with... I'm done... Locked. Блять. Вот он. А почему он меня не пускает? Так, я тогда вот сюда пойду. В тайники я нахрен не пойду. Я пойду в домик администрации. Офигеть! У меня там килотонна просто всякого г. Вот это не надо. Газетный рулон. Бросить нафиг. Спичек столько не надо. Палок столько не надо. Подожди. Палок столько не надо. Бросить все. Капец, у меня на 10 килограмм перевес просто. Откуда у меня столько этого говнища? Деньги бросить. Спички бросить. Да они ни о чем весят. Капец. Ой, столько антибиотиков. Можно выбросить. Вот эти, которые вообще ссаные. Блин, капец. Вот это подстава, конечно. Шприц первой помощи. Мне столько не надо. Мне 3 хватит. Антибиотиков тоже, наверное, столько не надо. Еды бросить. Вот это бросить. Вот это бросить. Я сейчас на улице просто стою, замерзну. Так, 43 килограмма. Мне главное не замерзнуть. Дойти до домика, а там я уже потихоньку разберусь. Я там разведу себе печку. Ну, либо там уже просто будет все получше с согреванием. Какого фига он меня просто выпнул из дома и закрылся? Ну, хотя бы ружье оставил. У меня дамская сумочка, господи, у меня в дамской сумочке, я же с рюкзаком, у меня рюкзак. У меня в рюкзаке, блин, пол моей жизни, наверное, пол моего дома. У меня был когда-то рюкзачок, который раза в 3, наверное, меньше, чем сейчас тот рюкзак, с которым я передвигаюсь. И у меня в тот рюкзачок влазило абсолютно все то же самое, что сейчас в большом рюкзаке есть. Я не знаю, как это работает. Но он просто выглядит как маленький пухлый медведь.
Я ему жопу спасла. В смысле, нахрен я ему усралась? Я ему спасла его жопу, блин, бородатую. Ну, правильно Хантер сказал, его убить надо было. Так, нафиг я туда иду, мне вот туда. Мне же вот сюда. Я куда-то иду, блин, по старой памяти, непонятно куда. Мне сейчас главное не замерзнуть нафиг насмерть. Стрелять по зайцам. Перезаряжать это на... Да. Оп. Давай. Оп. Оп. А зачем стрелять по зайцам? Ну, там я не могла его убить, потому что не было такой возможности. Блин, я мерзну. Естественно, я мерзну, блин. Выйди сейчас мне. Не одетой. На мороз. Тоже жопа же замерзнет. А что, ты думаешь убить зайца и приготовить зайца? Не попала. Попала. На кой черт мне заяц? Зайка, привет. I think I can use this. Собери. Можно взять мясо. Ну нафига мне мясо? Шкурку. Шкурку взять. Да блин, он сейчас замерзнет на улице. Нафиг назад, все. Пошли, пошли в домик тот. Давай попробуем оленя убить. Перезарядите. Ружо заело. Подбила жопу оленю. Прости, олень. Я тварь вообще. Просто я тварь. Я себе этого не прощу. Господи, я всегда плакала, когда мы на охоте были с папой. А тут я сама взяла и убила оленя. Зайцы на варежке меховые. А у меня же варежки, по-моему, есть. У меня варежки есть. Слушай, блядь, нету варежек. Ёб твою. Ну, сейчас мы дойдем до домика, до того. Там же тоже кто-нибудь добудет у нас. Зачем убиваю? Так черт меня знает. Чтоб Хантер сказал, что я жестокая. И наконец-то убила кого-то, кроме волка и бедного маленького медведя, который просто хотел со мной подружить. Он даже пригласил меня к себе домой. Но я вместо того, чтобы ответить добром на его доброту и гостеприимство, взяла и жестоко убила его. Прямо в его доме. Так, тут у нас печка, смотрите-ка, есть печка. Тут можно растопить, но мы дойдем, я думаю, вот сюда. Она, наверное, сделана на случай, если ты прям совсем помираешь и не дойдешь. Все звери будут от меня в шоке разбегаться. Ох, ну да. И даже люди. Не только звери, но даже люди. Заряжать ружье? Да шо ж ты, нормально, пускай. Сейчас никого нету, тем более, о чем мне его заряжать. Я ему в шею тыкала ведь, по-моему. Мы же ему, по-моему... А, ну да, мы ему и где-то типа в сердце тыкали. Там, в брюхо, в грудь. А концовочка была добивочка в шею, по-моему.
Медведи стадами? Да навряд ли. Назгул, привет, привет. Здравствуй, солнце мое, как у тебя дела? Я тебе писала? Ты мне не ответил, я аж начала переживать. Быстро рассказывай, как дела. В принципе, я не знаю. Ну, если мы будем что-нибудь крафтить себе из шкуры, я думаю, что это уйдет очень много времени. У нас же с вами сюжетка, а не выживалка. Так, вот наш домик. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Волк боится меня. Естественно, боится, потому что я убийца. Медведя убила. И, значит, вообще безжалостно растерзала его плоть. Все, заходим. Сейчас мы будем согреваться, сейчас мы будем отъедаться, сейчас мы будем ремонтироваться. Так. Там есть аптечка. А мне нужна аптечка? Ткань. Тут пусто. Тут пусто, выросла капуста. Стул, металлолом. Пустая банка. Не надо мне пустую банку. Так, а тут что, записка у нас? Записка о закрытии парка. Давай почитаем. В связи с необычно сильным похолоданием было принято решение закрыть парк несколько раньше, чем обычно. Проследи, чтобы все клиенты успели собраться и были готовы уезжать. Вывезем всех по железке, но кто опоздает, пойдет пешком. И лично я и мне завидую. В остальном все как всегда. Не забудь запереть все домики и убрать провизию в прочные контейнеры, чтобы медведи ее не растащили. Да, и еще сними флаг, а то после прошлой зимы его пришлось менять. Ай-яй-яй, не сняли флаг, потому что что? Потому что флаг болтается там на улице. Весь истрепался на ветру. Когда закроешь парк, загляни к лесникам. Они вбили себе в голову, что кто-то хранил в их домике охотничье снаряжение и сушил старые шкуры. Ох, скучно, наверное, у вас там. После землетрясения Великий Медведь уже совсем не тот, что раньше. Я не помню эту записку. Стопка бумаги. Стопка бумаги. Фонарь, фонарь, фонарь. Так, ладно, айда, печку разводить. И, так, нет, давай-ка будем разбираться с инвентарем. Я-то вроде уже не мерзну. Я вроде уже не мерзну. Давай будем разбираться, что у нас с одежкой. Что у нас с одежкой? Давай ремонтировать будем. Хорошо, хорошо. Я без претензий, если что. Ну просто, как бы я переживательная достаточно барышня. Поэтому могу начать даже паниковать, если вдруг со мной долго не выходят на связь, когда я того жажду. Так, штанишек нет, давай вот эти штанишки ремонтировать. Ну, хорошо, что у нас пока что есть из чего ремонтировать. Так, мы согрелись. Мы согрелись, да? Мы тут поспим? Мы тут поспим. Термобелье у нас живое. Вот единственное, у нас что? У нас ничего нет на голове, у нас ничего нет на руках. Так, сможем ли мы... нам надо высушенную кожу. У нас нет высушенной кожи, ребятушки. Поэтому тапки мы себе не сможем подремонтировать. Альпинистский трос. На кой ты мне сдался, ссаный трос? Банка, 2 банки, котелок. Зачем мне котелок? Так, а сколько у меня воды? Воды 2 литра, да? Так, хорошо, давайте будем наводить сейчас порядок. Где-нибудь в углу, где мне не будет ничего мешать. What have we here? Зайцы голыми руками? Леска для рыбалки. Да, мне не надо леску, я не собираюсь на рыбалку. Я на самом деле в детстве, когда была охота, когда были всякие вот эти вот моменты, что надо было разделывать, там, общипывать дичь, разделывать там
зайца или косулю. Я всегда отсутствовала на этих мероприятиях и находилась в комнате. Мое сердечко детское, невинное, не могло переносить эти моменты. Я в детстве очень рано увидела, это прям сильно отложилось у меня в голове, я увидела, как свинью кололи, большую взрослую свинью в деревне у бабушки. И это очень сильно отложилось у меня в голове и как-то вот сыграло против меня, скажем так. То есть у нас семья охотников, папа очень любил и любит рыбалку, охоту. Правда, на охоту он сейчас не ездит уже очень давно. Но как бы семья охотника и рыболова, да, и вот так получилось. Сестра старшая как бы нормально, все хорошо, она любит безумно тоже рыбалку, никогда не постремается разделать дичь, освежевать. Я нет, я не могу. Вот такая вот фигня. Так, ладно, давай будем наводить порядок в инвентаре, выкидывать всякую хрень ненужную. Так, гвоздодер оставим. Набор для чистки. А мы можем... Ну-ка, давай-ка, погоди-ка. Ружье. Действие. Очистить. О, мы сейчас с ружьем поработаем. Позанимаемся чуть-чуть. Так мало процент добавляется. Просто засрали ружье в усмерть. Надо пожрать уже и попить. Он устает. Ну давай еще почистим. Что нам? Свинью с ружья в лоб. Ой. С тех пор ты стала немного злой? Не, я как-то вот... У меня злости не добавилось, но у меня добавилась какая-то, я не знаю. Жалко мне всю эту животинку. Я рассказывала уже, что уже во взрослом возрасте при мне барашку глотку перерезали. У меня просто была паника, я потом очень долго не ела мясо. При мне кололи маленькую хрюшку. Тоже вообще не из приятных зрелищ. Не хочу я повторения таких моментов. Моя, ну, не выносит моя душа нежная вот это все. Перепелки были. Ну, как курочки. Это же те же самые курочки. Так, давай-ка мы сейчас пожрем чего-нибудь. Что у нас есть такого? Ну, вот это вот. Есть? Сейчас мы начистим ружье, нажремся, согреемся. Конечно, можно было бы горячее это все развести, похавать. Ну да и ладно. У меня вон сколько всего, просто горы всякого. Хрум-хрум делает. Даже не доест, наверное, сейчас. Ну, не доел, оставил. Давай сейчас попьем. Попей, попей. Я слабонервная? Навряд ли я слабонервная. Хотя, я не знаю. Может быть и так. Револьверная гильза. У меня нет револьвера. Зачем мне гильза? Пустая гильза. Банка. Бросить. Банка. Бросить. Пам-пам-пам. Так. Давайте ружье дочистим уже. И набор этот выкинем. От курицы убегал без головы. Курица, конечно, еще начинает... Ну, она еще двигается некоторое время. А я рассказывала, по-моему, да, как у меня мама задушила
гусей. Бабушка, ну, мама была маленькая, бабушка сказала: Валенька, неси. По-моему, гусей. Ну, значит, Валенька несет. Животинку вот так к себе прижала и задушила их. Так, хорошо. Разрядить. Зарядить. У нас ружье на соточку, и оно больше не должно у нас с вами того самого делать, значит, ненужное. Так, давай нафиг бросим котелок, потому что у нас есть что? У нас есть пустая банка. Так. Так. Что еще? Что еще у нас есть? Разрушено действие. Будет высушенная кожа. Давай сделаем. И мы сможем починить тапку. Специально хлюпая и глотая создавала звуки. Ну, как бы да. Это прикольно, я думаю. Они там сидели, делали и угорали. Hello, hi. Bonjour. Так, разрушено действие. Будет у нас ткань. Хорошо, ладно. У нас начинается ночь. Мы сейчас поспим еще. Мы сейчас боты попробуем починить. Давай, почини свои боты. О, не смог, ёптать, блядь. Ну и все. У меня нет кожи больше. Угу. Зашибись. Так, ну-ка, погоди. Разряжен у нас. Спички возьми. Спички. 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 У нас тут же кровать была в этом домике или нет? Он одноэтажный или двухэтажный? Двухэтажный. По-моему, была кровать. Мы сейчас дойдем просто на этой кроватке, поспим. Да, вот у нас кроватка. Уа, обжег. Кровать. Так, давай. Сон. Сон час. Давайте поспим 5 часов. Быстро, быстро. Вот так. Ну да. Это для мамы такое прям надолго запомнилось. Так, ну давай еще 4 часа поспим. Сейчас разведем себе в буржуйке костерок. Мы будем замерзать очень быстро. Почему? Потому что мы голожопые, ребята. Мы голожопые. Хочу напомнить вам. Из палочки давай, из палочки разожжем. That should help warm things up. Давай добавим топливо. У нас есть кедровые дрова, есть древесина. Так, у нас 39 минут будет, да? Хорошо. Значит, давай будем готовить. Что мы себе приготовим? Свинина с фасолью. Готовить. И разогреем себе чаек. Я думаю, до готовности 15 минут. Так, готовить. Разогреем чай, березовый чай, индийский чай. Давайте сделаем себе чай из шиповника. Так, у нас 13 минут. 33 минуты будет оно. Хорошо, до пригорания 30 минут. Жри. Так, съели. Пустая банка нафиг. До пригорания чай из шиповника. Давай попьем просто воды. Просто воды. 1,9 литра. Сейчас напьемся. И попьем потом чай из шиповника. Тык. Выпей. Вы не хотите That пить? didn't work. Но мы пьем. Это средство не помогло. Нам ничего не надо. Так, ребятки, у нас что? У нас с вами начинает светать, да? Пойдемте выбираться. Там науки должно быть не сильно страшно и стрёмно. Хотя ранним утром может быть очень прохладненько и поганенько, да? Занавески. Из занавесок можно сделать тряпки, но нам они нафиг не нужны. Так, выкидываем. Так, проверим.
Проверим, что у нас. По ощущению минус 14, температура воздуха минус 25, влияние ветра минус 1. По одежке у нас все печально, но, в принципе, мы доживем. Вес у нас нормально, хавки нормально, мы ничего не хотим, ни кушать, ни какать, ни писать, ничего. Мы не будем заходить в тайники, мы побежим сразу же туда, куда нам надо. Угу. Так, я надеюсь, вам нормально видно, не сильно темно. Погодка вроде ничего такая. Попробуем добраться, чтобы днем там сделать всякие дела, которые надо. Ну, хотя так. Достаточно все-таки темновато, наверное. Можно включить... можно включить штучку. Ну-ка, а как? Ну, у него батарейка разряжена, да? Конечно. Давай вот это зажжем. Давай. И с этой штукой пойдем. Ядро на телефоне. Подожди, а что у тебя за телефон? Как это так произошло? Как деревенщину нарядила? Ну, блин. Зато ему тепло. Волки вот этого должны бояться. Так что мне не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Я могу еще и бегать с этим. Давайте волчару просто сейчас покошмарим. Беги, сыкун мохнатый. Redmi T8. Очень странно. А обновки у тебя не было? Не обновлялся он? Вроде не так давно должны были выходить новые MIUI-ки. Может, что-то там баг какой-нибудь был. Так, мы потихоньку начинаем замерзать. Но ничего страшного. Нам осталось чуть-чуть. Так, тут у нас, по-моему, ничего не было такого, да? Так, смотри-ка, тут у нас есть потрепанные штаны. Потрепанные штаны. Ты их одел? А у нас, по-моему, он их одел. Потрепанные штаны. Так, хорошо. Они намокли, но ничего страшного. Так. Замечательно. Как хорошо, что у нас там штанишки валялись. Мы их просушим. И все будет хорошо. Да, я удачненько успела прикупить себе все. Вовремя вложилась, скажем так. Так, мне вот тут, наверное, да? Или где? Или где? Или как? Устал. Он устал, бедолага. Ага, а я тут, наверное... Зачем я вот это сделал? Я ж тут, наверное, сейчас не пролезу, не пройду. Надо было поверху идти. Там же, блин, там же у меня вагончики были. Я ж помню, там вагончики. Ой, кулема. А сейчас я не залезу тут еще нафиг.
Или залезу. Тут еще надо будет залезть в вагончик и посмотреть, вдруг тут что-нибудь по одежке есть. Брось. Слушай, я не знаю, Назгу, надо почитать. Я ничего не могу, блин, тебе сказать даже по этому поводу. Я впервые такую фигню встречаю. Так, давай зажжем. И посмотрим, что у нас тут. Так, тут у нас кровать. Контейнер. Hope I can still eat this. Ну ладно, давай возьмем. О! Джинсы. Давай джинсы возьмем. Книга. Ящик, это будут дрова. Так, тут всякая хрень. Там банка кофе. Ну, банку кофе можно взять, конечно. Так, обыскать аптечку. А бейсболки нафиг не надо. Так, ну пойдем. Пойдем во второй сходим. Может, что-нибудь еще там найдем. Так, у нас тут томатный суп, по-моему, не очень вкусный был. Так, давай в шкафчике посмотрим. Может, какие-нибудь шмотки есть. Перчатки. Вяленая говядина. Ага. Риск растяжения у нас. Поношенный свитер, бутылка воды. Мы устали. Так, тут у нас осмотрено. Тут у нас топор. Топор у меня и свой есть. Шапочка вон лежит, смотри-ка. Ружейный патрон. Шапочка. Забираем шапочку. Так, давай покидаем. Сейчас мы со своим растяжением дойдем. Вернее, со своим шансом растяжения. Так, ты его потуши. Загаси его. Так, хорошо. Давай сделаем вот так. Закрыть. Хорошо, мы закрылись. О, смотрите, костер. Это, наверное, наш Мафусаил тут, этот дед. Ну, конечно. Ля, смотрите, кто тут у нас. Дед, Востошупа дед. А кто его раздевает? Тот, кто? Екатерина. Oh, Mackenzie. Эй, Маккензи. So you're Ты still еще alive. жив? Methuselah, you appear in the strangest places. Как он You've сюда left your пришел? mark and have overcome great odds Я so оставила за собой far. заметный But след коричневый. this part of the world still holds some Добился больших secrets. успехов, и все же. I'm not sure this is the right time for... There are still stories that need to be told if you wish to play a part in them. Есть еще истории, которые There's следовало бы always time рассказать. for that. But if you are in a hurry, by all means go. Nobody Я would имею fault полное you for право continuing продолжить your свой journey onward. You know, it's been a hell of a slog out there. Never mind that damn bear. I've nearly died more times than I care to count. Из последних have сил been easy держится, for конечно, у you нас, either. блин, трусы мокрые, все You seem мокрое. strangely calm about the hostility of this place. Он I have wandered these paths a long time, friend. был I бродяга, was a walker. технаблюдатель. Now I'm a watcher. I'm here Почему to медведь observe его не these трогал? times and help where I may. As strange as it is to run into you again, it's good to find a familiar face in all this frigid wilderness. Любой будет рад And знакомому keep to your лицу. paths. If this is a reckoning, as you say, I hope ours cross again. Hello. Так, о чем мы? Давайте тут мы возле костра постоим. Тут тепленько, хорошо, уютно. Так. Джинсы. Джинсы, они вообще ничего хорошего не делают, но мы можем сделать себе ткань. О, нифига, у нас пурга поднялась. Давайте ремонтировать штанишки. Давай еще ремонтировать штанишки.
Надо себе чуточку согреть. Так, соточка, отлично. Так, варежки мы одели, шапочку мы одели. Так, давайте сделаем тоже ремонт шапочки. Тринадцатая версия прошивки. Значит, откатили. Значит, откатили. Какие-то, значит, баги были с MIUI-кой, и ее откатили. Я не отслеживала, если честно, этот момент, потому что на работе мне она не нужна. 13-я платформа, прошивка эта. У меня на моем телефоне, сейчас посмотрим, у меня 12-я, и, по-моему, даже обновляться мой телефон больше не будет. Угу. Да. 12.03 моя последняя прошива, и все на этом. Больше меня Мими Xiaomi обновлять не будут. Так, тут у нас... Вот с тапками, конечно, печаль. Нам бы тапки найти. Надо кожу высушенную. Все понятно, ладно. Должна была 13-я выходить. По-моему, должна была. Но не на все телефоны. Но вот тут я точно не помню, на какие. Давайте пожрем, попьем и пойдем в эту. Куда? На гидроэлектростанцию. Сейчас мы как раз поедим, и у нас будет меньше килограмм и перевес. Потому что что? Потому что у нас перевес с вами. Так. А тут можно было бы, может быть, и лечь поспать. Но хотя смысл тут ложиться спать нам... Странный, конечно, чувак этот Муфусаил. В неожиданных местах он появляется. Так, ладно. А нам нужна ведь, наверное, ночь или что? Я не поняла. Погодите, ну-ка, как звучит наше задание? Ночью. Когда будет северное сияние. Хорошо, пойдемте тогда искать кровать. Прикольно. Ловли, товарищ. Thank you. Пусто. Выросла капуста. Может, мы что-нибудь найдем тут? Какую-нибудь еще одежку, а? Ёптать. Нам нужна будет ночь, ребят. О, шапочка. Приличная шерстяная шапка. Он сразу должен напяливать. О, новый жилет. У нас новый жилет. Давай, пролезь. Я тут не шарилась. Бай-бай. Еще шапочка. Слишком много вещей. Но мы сейчас выберем, и ты что-нибудь будешь носить. Так, у меня еда есть. С едой у меня все нормально. Металлолом не будем брать. Металлическая полка нафиг нам не усралась. Сломанная эта фигня не нужна нам. Банка сардин жрите сами. Так, что нам, значит, тут надо? Смотрено. А что нам это северное сияние? Вот тут, наверное, что-нибудь откроется. Надо понять, как сюда попасть. Нам нужна ночь, по всей видимости. Или вот тут вот лифт у нас. И будет что-то с лифтами. Вряд ли сюда можно попасть. Подведите электричество к лифту на дамбе. Как? Как это сделать? Подведите электричество. Как это сделать? Нам надо ночь на дамбе. Северное сияние. Так. Кровать я вот хз где тут. Ладно, у меня есть лежак. Мой лежак. Жак-жак.
Где ты? Где ты, мой лежак? Где ты лежишь? А, не, я хотела посмотреть шапку. Шапку. Вот это стримофозная. Давай просто бросим ее, пусть он в этой ходит. Вот это нормально. Вот это можно починить. $12.5 прилетело. Должна была на какие-то модели входить. Сардины килька в томате кто ест? Люди. Люди едят. В обязательном порядке. Так, что у нас здесь? Ну, у нас как бы лучше. А если разобрать, будет просто ткань. Ну, тогда вот это мы просто бросим. Не будем таскать с собой эту тяжесть. Так, свитер. Нафиг этот свитер. Так. И сейчас у нас будет с весом практически все нормально. Практически. Но не нормально. Можно еще вот это вот. Так, не вот это, а вот эти. Давай бросим. Бросить все. Вот и отлично. 35 килограмм. Все как надо. Все вообще шик фантастик. Давай вот этот тоже бросим. Недопользованный этот. Так, все, давай искать наш спальник. Где мой спальник? Спальник. Вот мой спальник. Использовать. Так. И давай спать. Тогда нам нужна ночь. Мы будем просто тупо сейчас спать, как суслики. Сон час. Ты кушаешь? Приятного аппетита. А что ты вкусное кушаешь? Нам нужна ночь, и я ночь сделала себе. И у меня северное сияние. Все искрит и педрит. И что мне делать? О, смотри-ка. А что мне делать-то надо? Фонарик. I think I can use this. Ну, возьми. А как, подождите, фонариком-то как светить себе? Так, вот. У меня два фонарика. Один можно выкинуть. Один заряженный, а один не заряженный. Тогда вот это мы делаем... Снаряжен. Вот этот бросить, а с этим мы со снаряженным ходим и... Давай его включим. Подлежит на 13-ю прошивку. Блин. Мне аж самой интересно. There it is. Переключатель. Так, это что, я себе лифт сделала? Или что? А мне зачем аптечку смотреть? I could use this. Антибиотик, повязка. Нафиг, прот-компот. Мне надо пожрать что-нибудь. Он у меня голодный еще. Ешь батончик. Так, у нас есть какая-нибудь газировка? Нет? Чай, только чай. Индийский чай. Ну и ешь из шиповника чай. Да. Я хитрый жоп. Так точно. Так, давай просто напьемся воды. И пойдем. Я не знаю, куда идти. Если он там что-то говорит про лифт. Лифт работает. Oh. I guess there's only one way to go from here. Лифт. Чувак. Обыскать. Подожди, активируй фонарик. Нажать на кнопку. Holy shit, what was that? Мы застряли. Мы застряли. Где чувак? Вот чувак. Что у него тут лежит? Обыскать рюкзак. That'll Гвоздодер не надо, обезболивающее не надо. Самого чувака давай обыщем. Вдруг у него какая-нибудь одежка. Пусто. У него пусто.
Дверь лифта. А, ну понятно, ладно. Все педрит. Исследуйте внутреннюю часть дамбы. А провода меня пизданут, интересно, или нет? А где какие-нибудь переключатели? Кто-нибудь видит? Вон какой-то что-то, штука какая-то. Хорошо, пиши мне, пожалуйста. Все, давай, бай-бай. Все будет хорошо. Я с вами. Так, тут я не пройду. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Так, ну идем тогда сюда. Где искать дорогу, а? Тут везде, блин, провода. Я боюсь их. Вот дела. Так, тут просто посмотреть. Ну тогда идем вон туда. Я не знаю тут. Что, зачем исследовать? Что я тут увижу? Что они хотят мне показать? Вот какая-то комната со всякими штуками. Так. Тут просто какая-то маячок. Просто маячок. Так, там была еще какая-то переходик. Телефон. Сюда не зайти, да? Сюда не зайти. Так, идем сюда. Зачем? Зачем сюда? Почему сюда? Что делать? Что же делать? Как же быть? Куда идти? Типа выход туда. Куда туда? Почему туда? Я не могу. Куда мне идти-то, ёптать? Я не понимать. Ну-ка, что написано? Исследуйте внутреннюю часть дамбы. Может быть, надо куда-то просто идти в какую-нибудь дверь? Или что-нибудь надо нажать ненужное? Но чтобы нажать ненужное, надо сначала найти это ненужное. Тут нечего нажимать. Тут нечего нажимать. Мне сейчас сядет фонарик. Тут нечего нажимать. Ну-ка. Нет. Так, все, у нас, значит, разрядился фонарик, и можно его к чертовой бабушке нафиг бросить. Значит, берем использовать. Поджигай. Так, идем искать, блин. Пытаться понять. Тут ничего не нажмешь. Но тут вон педрит все. И тут педрит. Я не знаю, убьет меня или не убьет. Охранником в стрип-баре, Хантер? Ты хочешь охранником в стрип-баре работать? Ну нифига себе. Блин, мне, наверное, надо вот это вот, чтобы кнопка вот тут загорелась. И сюда идти, или что? Или как? Или вот сюда просто идти. И не париться. Еще какая-то комнатка. А, тут у нас тупичок. Тупичок. Кто не рискует, того не ебашит электричество. Ну, блин, я не хочу, чтобы меня тут где-нибудь распидорасило. Электрическим током. Погоди, какой-то надо рычажок найти. Какой-то рычажок. Так, вот у нас лифт.
Вот тут у нас лепестричество. Значит, вон там у нас лепестричество. Какой-то переключатель, наверное, должен быть, а? Чтобы какой-нибудь выход у нас открылся. Так, это лифт, из которого мы благополучно вышли, да? Да. Я чего-то не вижу. Я чего-то не вижу. Тележкой что-нибудь расхерачить. Так, вот так обойти. Вот тут тоже ничего не нажать. Фырканая фырканость. Так, это мой брошенный фонарик. Вон дверь, смотри-ка, вон дверь. Хорошо, увижу дверь. Мне надо как-то... вот веревочка. Вот веревочка. Мне надо как-то... Все, я поняла. Как нам туда попасть? Я не видела ту веревочку. Так. Я не видела веревочку. Сейчас мы спустимся по веревочке. Я думала, что-то надо сделать. А что ты трос-то этот взял, а эту отключил лампу? О, открыть. Нашла. Ящик. Полка, полка. Подожди, а ну давай там посмотрим, что это. Что это тут? Там вон тоже все. Педрейт. Сломанный металлический пульт управления. Чё, не? Фруньк. Просто он берет и делает фруньк. Там что-нибудь есть? Нет? Топливо для фонаря, ну давай возьмем. Пыльная банка корма, не будем брать. У нас еды полно. Волосами в розетку залез. Кошмар. Ты зачем это сделал? Ты с ума сошел, что ли? Кнопка. Тут ничего. Переключателя никакого я не вижу. Вот, идем дальше на 3-й этаж. Так, провода. Так, тут тоже провода, погоди-ка. О, смотри-ка. Смотри-ка. Я выключила. А что мне это дало? Для чего мне это? Чтобы сюда перейти. Но... он... Так, у нас тут какая-то фигня. Пусто. Шоколадка залежала. Крючок. Спасибо, не надо. Так, нам сюда идти или нет? Блин, смотри-ка, у нас тут горит. У нас ожоги, ребята. Почему кисть? Мы ногой наступали. Почему кисть у нас в ожогах? Так, хорошо, нас электричество не убило. Уже хорошо. Он не хочет, наверное, ему надо что-то другое сожрать. Ну-ка, давай посмотрим, что ему надо. Так, вот это плюс 2, либо чай выпить. Давай сожрем тогда... обезбол. Все, вылечено. Отлично, замечательно. Давай перекусим.
Давай перекусим соленым крекером. Я, короче, не даю ему вообще голодать. И попьем воды. Он у нас постоянно сытый такой, прям весь някушка хороший. Чуть-чуть устает уже мужичок наш. Так. Ой! А кто нас ударил? Кто-то топает. Поди этот бородатый придурок, который сказал, я через пару дней. Нет, какой-то другой дядька. Смотри-ка, он, по-моему, этот в робе тюремной. A locked case. Закрытый сейф. Становится интересно. A locked metal case is a thing of the old world, stranger. A world of closed doors and things being off limits. За что он меня бьет? Yeah, see, I was part of that world. Привет. Привет, That Ахмаджон. world's over. У меня все хорошо. Как у тебя дела? This is my world now. And in my world, Мой I мир, make мои the правила. rules. In my world, see, there are no locks. Идеальный мир, значит, у него. Да хватит меня бить! Your world sounds crazy. What's in the case? Я не знаю, что в I чемодане. have no idea. What is in the case? I hope it's painkillers. Сейчас он еще мне вмажет. Your ID says you're a pilot. Я ему шапочку распустила. You're Вот он playing меня и somewhere. бьет. По-моему, он просто урод, поэтому My он меня plan wouldn't do бьет. you any good. Yeah, should I show you what happened to the last person who lied to me? Кто она? She didn't look so pretty after I was done. Он говорит, показать тебе, что бывает с теми, кто мне врет. She? И говорит, она была So now не he's ready очень. to talk. Well, don't worry, pilot. You'll be with her soon. Он меня сейчас топором еще, что ли, зарубит или что? Там какая-нибудь там крутая электричка, басуха какая-нибудь, которая там пум-пум-пум-пум, когда кого-нибудь замочил, той акустикой, которая уже наполовину, значит, разбитая и мертвая, и потом, значит, пум-пум-пум, на басухе доделывает какие-нибудь эффекты
аудио. Мгм, мгм. Эпизод 3. Эпизод 3. А картинка барышня, которая несет мужика. Но мы с вами, ребятки, начнем эпизод 3 играть завтра. Мы будем его играть завтра. Желтый-черный сайт говорит обратное. Так, насчет желто-черного сайта. Значит, у меня сейчас нет доступа на желто-черный сайт, поэтому я там ничего же не выкладываю. Так что не надо мне тут вот это все рассказывать. Это все не про меня. Там уже какая-то другая Катя выкладывает все это дело. Угу. Стопудово, держу в курсе. У меня уже кофе остыл. Мне срочно надо в буржуйке развести костер и подогреть себе кофе. А, ты из старых видео. Ну ладно. Хорошо, тут я даже не буду спорить. Что, давайте потрендим чуть-чуть. Что-нибудь пообсуждаем. OnlyFans загнулся, да. Pornhub отключили. Все, жизнь, боль. Очень многие стриминговые платформы сейчас не работают. Вообще жопу показать негде. Просто кошмар. Вообще кошмарный кошмар. Я не знаю, как дальше жить, ребята. Просто мой потенциал, он просто загибается в штанах в моих же. Ладно, это все шутки. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что я шучу. На самом деле нет у меня никаких страниц ни на Порнхабе, нигде. Я как бы не из таких барышень. Я думаю, если бы я была из таких, у меня бы уже весь YouTube, все сообщество было бы забито фотками моей голой задницы, которая висит до пят. Так что... Да, Facebook совсем отрубили, но знаешь, у меня прилетают уведомляшки иногда. Я не заходила, не открывала страницу на Фейсбуке. Я как бы крайне редко Фейсбуком пользуюсь, но он у меня есть. И уведомляшки в него сыпятся активно. То есть тот-то сделал то-то, тот-то запостил это, тот пошарился там, а этот почесал в носу, а этот как бы из жопы там достал козюлю, хотя должен был из носа достать. Ну, вот эта фигня сыпется. YouTube не отключат? Конечно, не отключат. Нет, это как бы, может, покошмарят, попугают, но не сделают. Нет, нет у меня Хантер, нет. Это все шуточки-мишуточки. Мы как-то я над Вовой прикалывалась и сказала, что я на Ютубе веду себя еще культурно. Видел бы он, как я веду себя на Порнхабе, он такой, типа, кинь ссылку. Ну, я, короче, там угорала вообще с этого. Понятно, что я прикалываюсь, нет у меня вот этого всего дела. Но, скажу честно, мне предлагали на Порнхабе завести страничку. Типа, что у меня такая фигурка вроде бы неплохая. В принципе, как бы народ смотреть будет. Я так это... Что? Что вы за предложение мне кидаете? Я девочка-одуванчик, алло. Такие глупости прям. Вот так, вот так. Да-да. Так, ребята. Каждый стрим предлагают. Это в личной жизни мне предлагали. Еще до того, как я снова вернулась на прянички стримить. То есть вот в промежутке, пока я не стримила на прянички, вот этот годик, мне сыпались такие предложения на работе. Снимать футболочку? Нет, я ромашки не сниму. Ромашки няканы, хорошие, красивые ромашки. Надо в этой футболочке петь песенку «Привет, ромашки, снимай футболку». Нет, никаких сниманий, никаких раздеваний. Все только потом, после того, как я завершу стрим. Да, еще и на работе предлагали. Вообще кошмар. А ты представляешь, что это значит, что тот, кто предлагал, по всей видимости, предлагал свою кандидатуру как партнера, который будет соучастником
значит, сих преступлений, которые будут там выкладываться. Но это, конечно, все дело пресекается сразу на корню. Вообще ни такие моменты нельзя мне на работе рассказывать. Шрам показывает секретный. Вот тут у меня шрам. Вот тут у меня большой шрам. Я в детстве, когда была маленькая, в детском садике была, ударилась об скамейку. Мгм. И вот здесь у меня, значит, рассечение, такое прям нормальное. У меня, значит, течет кровь. Меня отсадили от других детей. И, слава богу, мне бровь не зашивали. Я не знаю, как-то так получилось. Ну, просто, как бы, ну, большой шрамик, конечно, но он очень аккуратный. Мне не зашивали бровь. Позвонили родителям, так и так, забирайте ребенка, он там у вас сидит, значит, все, еблище в крови. Всех детей перепугала. Ну, и меня пришли, по-моему, мама меня забрала. Я не помню. За букетик? Что за букетик у меня? Это тюльпанчики. Но видишь, у меня какая бедень. Один тюльпанчик, он сильно-сильно распустился, а один тюльпанчик, он как бы ему плохо. Он такой заморыш, закукоженный. А три тюльпанчика красивые, вот. Желтый, белый и красный. Это нас вчера на работе поздравляли мальчики наши дорогие, любимые. Вот, я, конечно же, забрала тюльпанчики домой. А потом приезжал дистрибьютор, и Маринке, ну, которая координатор отдела продаж, ей, короче, подарили вот такую вот охапку тюльпанов. Боже, они такие красивые. Я как увидела, я прямо шахнула. Там прям вот такой букетище, набитый тюльпанами. Я такие только на картинках видела. Ну, нам никогда вот не дарили ни на одной из работ. В принципе, никто мне не дарил такие большие букеты тюльпанов. Ну, понятно, блин, но тюльпаны не так. Они вот 2-3 дня постоят, и все, и до свидули. Вон красный вот этот большой сильно, который распустился. Да, все, завтра у него листочки опадут, вот эти лепесточки красивые. Ребята, у меня у самой, блин, были тюльпаны фиолетовые. У меня тюльпаны белые были, у меня были тюльпаны красные. Их все сожрал этот сраный крот, который, блин, просто третирует мой огород уже 2-й год. Он сначала выжрал мои красивые тюльпаны, он выжрал фиолетовые тюльпаны, он выжрал белые тюльпаны. Потом, у нее еще есть красные, но они такие себе, но тоже пойдет. И сожрал их, сволочь. Я ему делала больно. Я его пыталась обидеть, я его пыталась поймать, привязать его, расчленить на глазах у всех других кротов. Но я так и не смогла его поймать. Значит, все мои попытки были безуспешны, и, значит, эта тварь перебазировалась с одного конца участка на другой конец участка. И по итогу там... Короче, он пакостил. Он перекапывал мне цветы все. Просто вот он идет по грядке, перекапывает. Там... фыр на него. Гладиолусы даже покусал. Засранец такой. Господи, головой на крючок для рюкзаков насадился. Как так? Как? Чем? Затылком или чем? Глазом об угол парты. Матерь Божья. Ты бедняжка. Ужас. Вот эти вот детские травмы. Хотя, знаешь, вот сейчас вспоминаешь вот эти все детские травмы. Как-то можно поугарать, особенно с ситуацией, как это происходило. Но когда ты маленький, или когда ты представляешь, вот я по себе сужу, когда я представляю происшествие, из-за которого там приключился какой-то шрам, мне прям хочется сделать обнимашки, пожалеть, там, прижать к груди и вот так вот по головушке погладить и сказать, все будет хорошо. У собачки боли, у кошечки боли, а там у Владика или у Олеженьки не боли. То есть вот такая я вообще, как это... Мамский инстинкт какой-то подрубается. Возможно, уже это клиника. А возможно, нет. Возможно, это просто женская натура такая. Прицепился через рюкзак.
Кошмар какой, а. Жесть. Вообще жесть. Крот уродский, крысы красивее. Я вживую крота видела, но я видела его далеко и в детстве. Мы были в детском лагере, там на несколько дней мы собирались, у нас было что-то типа активистов собрали. И так, между школами у нас небольшое соревнование было, мы там на 2 или на 3 дня ездили всего лишь. И, короче, там мы утром ранним видели, как крот копает себе норки, вылазит наружу и такой и залазит обратно в свои ссаные норки. Угу. Так что вот так. А у меня он, значит, лазит, там такие норы он оставляет. Скаюха как подойдет, это что за нора? Давай копать. Но она бегает, она, конечно, его кошмарит и шугает чуть-чуть, но не всегда у нее это получается. И на грядке ты ее не пустишь. Она бы и рада была, но там, где у меня цветники и большие грядки, я ее не пускаю, потому что она все перетопчет. Тот снизу ублюдок все перероет, а она перетопчет все сверху. Об руль ударился. Соснул с него с пьяный. Ты что такое вообще вытворяешь? Ребята, пьяными за руль садиться нельзя. Вообще ни разу нельзя. Это безобразие. Я запрещаю. Тебя поймали, пытались, заставили. А, пытали тебя. Поймали, пытали, привязали к сбитой сосне и заставили ждать гаишников. Все. Я все поняла, что с тобой было. Я все знаю. Мне все рассказали про тебя. Все твои тайны. Но не переживай, я унесу их с собой в могилу. За огромные деньги. Так, что я хотела сказать? Значит, ребята, у нас получается в нашей матушке стране 8 число это праздник, поэтому воскресенье, понедельник, вторник я выходная. В среду я еду на работу. Среда, четверг, пятница я работаю в офисе. Соответственно, завтра и послезавтра мы с вами встречаемся и будем стримить дальше. У нас получается с вами что? Мы с вами прошли 2 эпизода. У нас 3, 4. И я так понимаю, погоди. Сейчас посмотрим. Выйти в меню. Сейчас будут звуки игры. Но вы на это не обращайте внимания. Так, ну-ка, возобновить. А это пойдет сейчас. Это пойдет сейчас. Да. Это пошел 3-й эпизод у меня. Я просто хотела посмотреть, сколько эпизодов. По-моему, 5. То есть, в принципе, если... Надо посмотреть мне время прохождения. Загуглю, посмотрю время прохождения. Может быть, мы, например, за завтра пройдем с вами 3-й эпизод, за послезавтра пройдем 4-й эпизод. Я что хочу рассказать. Так, сейчас я почитаю чат, а потом расскажу. Я по своему опыту знаю, на самом деле, да. Я по своему опыту знаю, что быть пьяным за рулем нельзя. Угу. Пробита шея, были сломаны ребра, падал со 2-го этажа дважды, перекручивала позвоночник. Весело было. Кошмар. Ты там вообще... Ты как ходишь? Как ты существуешь? Почему? Почему с тобой все это произошло, мужчина? Я что хотела сказать? Кошмар какой! Как так-то? Веселое детство, деревянные игрушки прибиты к потолку, и ты их пытался допрыгнуть и достать? К Футунари играм? Слушай, я не знаю, что это за игры, надо смотреть. Высота, 2-й этаж. Как? Как вы падали? Что вы там делали? По гаражам лазили? И я беда-беду перепрыгну или нет? А потом хуяк и все? И до свидания?
Как так? У вас где инстинкт самосохранения, мальчики? Порвано веко, сломаны пальцы. Боже, я еще целая, оказывается. Я, оказывается, целая. Про меня говорят, что у меня много шрамов, но я целая. На деревья лазил. О, господи. Я высоту, прям дико высоты боюсь. Меня на дерево, если я залезу на дерево, меня потом надо оттуда снимать. А один раз так и было. У меня по итогу вот так вот. Катенька, пойдем. И я только вот так вот в руки и слезла. Боже мой, ребята, это какой-то кошмар. Ну, видимо, девочки немножко как бы по-другому. Девочки не такие, как мальчики. Нет, есть, наверное, конечно, отбитые на голову девочки, которые как пацаны значит, с этих прыгают. Мы лазили по стройке недостроенной, да, было дело. Но по итогу все было, ну, как-то по лайту. То есть перепрыгивать, например, через разрушенную плиту я не буду. Там, блин, высота 2 этажа под этой херней, под этой дыркой. Упадешь, и все, и тебе просто кирдык на арматурину. Пацаны прыгали, девчонки не прыгали. То есть у нас есть какой-то инстинкт самосохранения. У вас, по-моему, его вообще нету никогда и ни разу. Привет, привет! Мы закончили играть и просто решили чуть-чуть поболтать обо всем. Просто болтаем обо всем, и случилось так, что начали разговаривать про травмы. У кого что сломано, у кого что не сломано, значит. И мы просто пришли к выводу, что у мальчиков отсутствует инстинкт самосохранения. И поэтому вы все ломаны-переломаны, и поэтому... Знаешь, мужики живут меньше баб. Почему? Потому что и в 60 лет вы будете поджигать петарду, накрывать, значит, ее кастрюлей алюминиевой, вот так вот стоять и ждать, а херакнет ли она по еблету или не херакнет. Угу. Первые 40 лет мужчины... Нет, первые 40 лет мальчика самые сложные, да? Угу. Господи, боже. Кто-нибудь жопу с высоты 2-метровой? Я единственное, что у меня было, это я, когда каталась на коньках, я очень сильно упала и ударилась спиной и копчиком. И у меня после этого сильно, постоянно копчик хрустит. Я когда долго сижу, я почему очень часто ёрзаю жопой своей на стуле, потому что у меня там все дело затекает, и мне надо иногда даже просто хрустнуть. Вот сейчас я... Ать! Я не знаю, слышно ли было хруст или нет, но вот так вот я постоянно хрущу. Пересаживаюсь, перекатываюсь, с булочки на булочку переминаюсь, все хрустнет, и мне комфортно. Спасает ушки, поднимает настроение. Спасибо большое. Очень приятно читать такие сообщения. И я очень рада, что контент доставляет вам наслаждение и хорошее настроение. Прям душу греет. Я встречала чувака, который прыгал, не помню, с какого этажа он прыгал, и он сломал обе пятки. Угу. На волнах катался. Ты на этом, что ли? Серфер? На серфинге? Или как оно там называется? У меня копчиковые беды, да. Мне надо массаж делать. Абсолютно согласна. Мне обязательно надо массаж делать. Я, кстати, осенью пропустила массаж. Я же хотела весной. Осенью я пропустила. И вот сейчас мне весной, наверное, надо будет сходить, потому что у меня между лопатками еще в начале январских праздников защемило нерв. И я до сих пор хожу как бабка старая. У меня между лопаток болит. Мне надо будет по весне постараться обязательно сходить к нашему массажисту. У нас чувак на работу приходит.
И он неплохо достаточно проминает спинку. Единственное, вот что хорошо, ты прям можешь просто там, перед обедом или во время обеда к нему слинять. Он прям вот, он прям в нашем здании. Ему выделили кабинет, и он в нашем здании занимается своими массажными делишками. То есть мне не надо никуда ехать через весь город, там стоять где-то в пробках, тратить время. То есть я кусок от рабочего времени чик отнимаю, да, пошла помассажировалась, ну и потом как бы быстренько делаешь работу свою. Ну, там как бы полчасика, вообще не критично, что ты рабочее место на полчасика покинешь. Типа обед, скажем так. На тайский массаж. Мне на тайский нет, обычный массаж. Там он жамкает плечики, шейку, спинку. Пару раз было, я, короче, лежу. Он, ну, понятно, там сначала сидишь, он тебе плечи помассировал, хрустнул потом вот так шеей. Потом, значит, ложишься, он спину помассировал, там, короче, сделал, что надо. И вот бывало у меня такое, я, короче, лежу, говорю, у меня четкое ощущение, что у меня где-то вот тут вот должно хрустнуть. Вот там, со стороны спины, вот тут вот должно хрустнуть. Он такой, ложись на спину, ложишься на спину, типа голову так вот, так, там ложишься, он что-то пожамкал, там голову по-другому, что-то там еще поделал, пожамкал. Потом переворачивайся на живот, ложишься на живот, тоже что-то там голову как-нибудь положи. Потом он так говорит, хрясь, просто как хрустнет. Он полегчало? Полегчало. Вообще такая жесть. Но он сразу зато понимает, если ему говоришь, вот тут вот неприятное ощущение. Вот чувствуется, как будто надо хрустнуть. Он сразу понимает, что надо сделать, чтобы этим делом хрустнуть, поставить это все куда надо. И, короче, я кириешка. Меня Димка на работе называет кириешкой. Потому что я встану, копчик хрустнул, колени хрустнули, плечо вот это часто хрустит. Ну, не суть, короче, ладно. В пупке пирсинг? Нет. У меня нету пирсинга в пупке. У меня в ушах только по одной дырочке. Я себе ушки не прокалывала. То есть в моей молодости была мода на вот это вот обколотое ухо. Учитывая, что у меня неформальная, скажем так, юность была, вот это все дело, панк-рок направление, у меня были всякие клипсы. То есть у меня ухо вот так было, тут всякие штучки были истыканы, но это было без дырок. В носу у меня была штучка, но тоже без дырки. Единственное, что я сделала, и что я очень долго хотела по-нормальному реализовать, у меня был пирсинг в брови. Но бровь я проколола себе сама. Просто вот так вот ее оттянула. И иголкой вот так чпуньк. Проходила я с этой фигней. То есть у меня не было штанги даже нормальной. Я туда запихнула обычный гвоздик. Я проходила с ним, наверное, месяца 2, мне тогда было лет 14. Да, переходный вот этот вот мой возраст интересный, с 14 на 15. Я проходила с ним 2 месяца. Значит, потом я случайным образом об подушку зацепилась краешком этого гвоздика, и вот это вот мяско благополучно вырвала. Я потом думала, что во взрослой жизни я себе сделаю нормальный пирсинг, проколю нормально вот эту вот бровь, в салоне поставлю штангу, но как-то не срослось, да, и как бы я и не жалею. Жуткая буратино какая-то. Это мой нос. Я же чуть-чуть курносая. У меня носик такой прям нормальный, видно? Пирсинг языка сделать? Или раздвоение языка? У нас в компании был мальчик, у которого было раздвоение языка. Мы, знаешь, у него спрашиваем. Его звали Лёша. А Лёша, как ощущение? Он говорит, да, ощущение, как будто сам с собой сосешься. Пирсинг в языке я никогда не желала, в принципе, себе сделать. Нафиг оно надо? Он мешать будет. Я думаю, особенно
противоположному полу мешать будет. Я вампирша? Да, я вампирша. В губы ничего не колоть? Нет. У меня как бы верхняя губа тонкая. Максимум, что это можно сделать, это просто там придать какой-нибудь там минимальный объем. Мне вареники не пойдут, пухлые губы мне не пойдут. У меня у лица такая форма. В общем, черты такие, что все достаточно более-менее гармонично смотрится. Нет, меня Лёша с раздвоенным языком не интересовал на самом деле. Я как бы... Нет. Это был не мой молодой человек. Я была холостая, скажем так, на тот момент. И не особо интересовалась мальчиками с раздвоенными языками. Пирсинг надо делать на жопе? Нет. На жопе не надо. Там уже сидеть больно. Прикинь, пока он заживет. Это вот просто твоя жопа мучается и страдает с этим пирсингом. У меня вот единственное... Вот я хотела бровь себе. Да, а потом я, наверное, около 13 лет ходила и вынашивала мечту о татуировке. Ну и вот, реализовала. Так что, в принципе, что хотела, то и сделала. У нас девчата много прокалывали себе все подряд, тоннели в уши вставляли, потом вот эти вот дырки непонятные в ушах. Нафига оно надо? Это некрасиво смотрится. Ты же потом это снимешь, ты потом это уберешь. Ты не всегда будешь с этим ходить. Понятно, там вот моя татуировка, да, на видном месте. Но она как бы красивая, она не выглядит как хрен пойми что. И на работу с такой вещью я могу нормально появиться. А если там вот эти вот тоннели, какие-то там пирсинги, все лицо истыкано. Господи, ребята, я как-то раз была в магазине, и, значит, я стою на кассе, и я не могу понять, что не так с пацаном. Значит, мальчишка стоит на кассе, пробивает товар. Вот мне было стыдно на него пялиться, но я не могла отвести от него взгляд. Я вообще не особо люблю на людей пялиться и рассматривать их. На улице я стараюсь там не смотреть на людей. Как бы просто иду там, либо под ноги смотрю, либо там, не знаю, куда-нибудь смотрю, но не пялюсь на людей. Я не люблю, когда на меня пялятся. И сама как бы не пялюсь, да? А тут я не могу просто. Я стою и пялюсь на него. И я понимаю, что у него либо там козюля, блин, из носа торчит, или что у него там. Я вот стою и рассматриваю вот эту вот его зону пипки, блин. Потом, когда я подхожу к нему, уже там расплачиваться, все такое, я понимаю, что у него пирсинг вот тут вот, как у бычка сделано, вот это вот колечко. И это колечко, вот эти вот штучки торчат как-то непонятно как. И это выглядит, как будто у него черные длинные волосы в носу, значит, что он там ковырялся. Вот это все в виде сосулек у него торчит из носа, блин, закозюльнятые сосульки какие-то. Просто это настолько отвратительно смотрелось. У него вот это черное колечко было. И просто адовый кошмар. И я не могла угомониться и не пялиться на него. Я пока не вышла из магазина, я все на него пялилась и думала, что это, ну, очень странно смотрится. Издалека реально смотрится, как будто у него там попытки стать Гитлером прорастают из носа. Людей с черными глазами. Ну да, да много всяких, блин. Всякие рогатулины себе сюда, вот. Что попало народ делает. Вот что потом с ними будет? Понятное дело, там, вот это вот состояние, как это правильно назвать? Ну, назовем это, может быть, грубо отчасти, но оно так и есть, фрики. Да? Человек-фрик. Он
так или иначе интересует человека, вызывает интерес, да, к своей личности. Человек заходит на его страничку, ему интересно там все равно посмотреть. Может быть, как бы это, ну, он не хочет себе такое делать. Он как бы противник этих вещей, но все равно интересно посмотреть на этого, ну, скажем так, уродца, да? И человек заходит, пялится, как бы там, посмотрел фотки, полистал. Ну, короче, ай. Это не шизофрения, это, ну, просто это фрики. Это люди-фрики. И таких полно, и люди почему-то любят таких. Я не знаю почему. Почему нормальный человек это в нашем обществе как бы... Ай, он нормальный, хрен с ним. А на какого-нибудь фриказоида там, блин, будет целая орава. Пялиться, смотреть и все. Встречала ли я людей с татуировками на лице? Слушай, в жизни, вот в жизни, и я единственное, что видела, не прям на лице, я видела вот тут вот. Сейчас покажу. Вот так вот. Вот отсюда, и вон туда она пошла. Вот так вот татуировка. Но это не лицо. И это было у девочки, это было очень красиво, гармонично. Мальчиков я не видела в жизни с татухами на лице. Руки все забитые, видела. Вот в салоне я когда была, когда вот эту татуировку делала, там тоже все, ну вот так вот, там руки у кого-то на спине там было, там у девочки на запястье делали, и мне вот. То есть как бы, ну, сами мастера тоже ни у кого ничего там на лице не было. То есть, ну, это какая-то, не знаю, странно достаточно на лице делать. Зачем? Для чего? Как-то вот, если ты просто забиваешься ими, ну, как бы у тебя там где-то уже какое-то отклонение в голове. А так, как по мне, лично по мне, это должно что-то нести. Какой-то смысл в том, что ты вот это сделал именно на этом месте и именно вот это. Смысл в этом какой-то должен быть. Какой-то посыл должен быть. А не просто так ты взял там... Если тебе просто так хочется делать, ну, ты делай тогда вот тут вот, где пупок, у тебя жопку сделай, да, чтобы потом, опа, уху-ху, здрасте, вот он вход еще один. Да, итого 4 дырки вместо 3 используемых. Гэнгбэнг уже интереснее будет. Животик я отъела. Это просто так футболка. Хотел татуировку, но не придумал ничего красивого и оригинального. Владик мой, я тебе скажу одно. Я вот тоже хотела очень долго, я очень долго вынашивала мысль, что я хочу ее. Ее надо делать тогда, когда ты понял душой, мозгами и сердцем, что именно ты хочешь. Я перебирала из года в год всякую фигню и смотрела даже варианты вот так вот бочину всю забить. Рассматривала варианты там на ноге сделать, голень. Всякие разные смотрела, но как-то, знаешь, это посыл к просмотру таких татуировок, он шел как-то не из глубин души, скажем так. То есть, ну, красиво, ну, прикольно. А в чем смысл? А зачем? А почему? А потом, как-то раз, я просыпаюсь, и вот оно. Просто вот я просыпаюсь, и я понимаю, что я хочу. Я никогда не рассматривала «Ловец снов» как татуировку. Никогда. И тут я проснулась и поняла, что вот оно, вот. То есть это пришло само. То есть ты к этому придешь. Если оно тебе нужно, если твоя душа, сердце и твой разум это хочет, оно к тебе придет рано или поздно. Так что жди. Еще не твое время. Всему свое время.
Понимаешь? Олежа, значит, я понимаю, люди есть разные, есть некрасиво забитые татухами. Я как-то давно еще во ВКонтакте, у меня была группа, за которой я следила, Only Suicide Girls. Значит, там куча девочек, они все забитые татухами, там и под сиськами, и на сиськах, и вся жопа в татуировках, и ляжки, и голяшки, везде абсолютно. Все в татуировках, и на личике, и где только хочешь. Может быть, это смотрится интересно, но максимум на фотографии, если у барышни красивое тело. То есть как-то там вот просто посмотреть на это, может быть, и можно. Понятное дело, что ты себе это делать не будешь, и не каждый будет себе как-то гармонично и красиво это все дело подбирать и делать. У нас многие делают там черти чё. Вместо того, чтобы там вера, надежда, любовь была по-японски написано, да, там жопа, какашка, унитаз нарисована, и в последовательности вот в такой: жопа, какашка, унитаз. Типа из жопы какашка падает в унитаз. Все. Ему сделали эту татуировку, он, значит, ходит с ней, не зная вообще ничего. Вот так. На жопе делают татуировку 2 кочегаров. Да много делают на самом деле. Всяко разно. Абсолютно всяко разно делают. У кого на что хватает мозгов. Вот когда это красиво, почему бы и нет? Вот тебя напрягает вот это? Напрягает на моей тонкой прекрасной ручке вот это вот красивое искусство? Вот меня не напрягает. Она не вырвиглазная. Вот у меня на работе есть девчонка, у нее вот тут типа жар птица. Но он или не жар птица, или феникс, хрен пойми что. Она смотрится как какая-то тюремная татуировка. Вот честно, сделана не очень хорошо. Сделана, по всей видимости, давно, синей краской. То есть сейчас, если ты хочешь что-то, ну, так, сделать татуировку какую-то, ну, сделай в цвете. Это очень красиво. Можно, блин, в стиле, если не хочется вот такое, можно в стиле трэш-польки сделать бомбезный вообще проект. Это будет смотреться красиво, это не будет вызывать никакой рвотный позыв ни у кого. Ну, тоже на вкус и цвет, все фломастеры одного цвета. Хочешь набить на предплечье элемент кольчуги с тем смыслом, что никогда не будешь на госслужбе и не сломаешься? Слушай, не знаю. Элемент кольчуги на предплечье. Это надо видеть. Понимаешь, это надо видеть проект. Знаешь что? Вот как делают татухи? Ты приходишь к мастеру, да, ты разговариваешь, вы обсуждаете, ты показываешь наброски, вы разрабатываете проект. Потом, когда ты приходишь на сеанс, ты же можешь все переиграть. Ты можешь отказаться. Распечатывается на принтере, значит, через переводилку твой рисунок. Тебе, значит, его переводят, рисуют, как тебе надо, потом это все дело убирают. Оно синее. Оно синее все на тебе. И ты идешь и смотришь к зеркалу, нравится тебе или не нравится. И ты всегда можешь потом пойти на попятную и сказать: сорян, мне не нравится. Все отменяется, либо переделываем, либо все отменяется прям без всяких продолжений. Да, я понимаю, Олежа, ты... Да, ты абсолютно прав, и много всяких вот этих непонятных там вишенка на копчике, непонятная там бабочка на предплечье. Какой смысл в этой татуировке, как бы, ну, непонятно. Просто потому что это было в свое время модно, ну, как-то это бестолково.
есть это подход достаточно такой, может быть, юношеский где-то, ну, там, наверное, реально юношеский максимализм играл в голове, когда вот это делалось. Все этого должен быть смысл, я так считаю. Кого ждет жопа с ручкой? Что-то там про письку было. Если я правильно помню. У нас капец, мы поиграли, блин, 1,5 часа, и по итогу сейчас 1,5 часа будем еще и болтать. Ботинка у меня что-то растрындилась. Говорит, не забудь подписаться на канал, если еще этого не сделал. И, по всей видимости, мне надо обязательно подписаться на свой же канал, потому что она мне постоянно об этом толдычит и твердит. Не устали болтать? Может, пойдем уже отдыхать? Или еще что-нибудь хотите пообсуждать? Жопа с ручкой ждет письку с бумажкой? Точно, точно. Потому что что? Потому что жопа своей ручкой будет писать на бумажке. Угу. Делать болтологический стрим чаще. Мне, понимаешь, чтобы делать болтологический стрим с укулеле, надо в руки брать укулеле. В руки брать укулеле, это значит что? Это значит время. Я же не буду постоянно играть одно и то же. Чтобы изучить что-то новое, мне нужно время. Ты знаешь, как я располагаю, да, временем? Если бы сейчас не было стрима, я бы сейчас, не сидела бы с укулеле. Когда мне с ней сидеть? Вопрос. Опять эти отмазки. Я тебя укушу. Татухи на ногах. Пойдете за правду, сотруетесь до жопы. И какой смысл этой татуировки? Типа, чтобы он не ходил за правдой? Потому что он тогда будет потом на жопке передвигаться. Кстати, Олежа, ты хотел там какую-то песенку, чтобы я на уклейке организовала. Ты мне так, по-моему, и не написал, что за песня. Ты вчера, по-моему, об этом писал, да? Я давно не делала усы из косичек, а там не была косичка, там было вот так. Вот так там было. Погоди. Сейчас сделаем. Сейчас. У нас же должно быть с двух сторон красивенько все. Можно еще бороду сделать. Вообще можно все это дело отрезать, наклей, приклеить. Такая будет у меня борода шикарная. Прикиньте, я подстригусь, вот так все обрежу. И вот этой вот длины волосы, я из них себе сделаю бороду. Вот так вот все поприклеиваю. И буду вот такая сидеть бородатая. И такие просто губки будут у меня пу-пу-пу-пу-пу-пу. А я сейчас сделаю маленькие завитушки. Борода же часто такая вьющаяся. Она же не просто прямая, она же вьется, волос-то жесткий. Я, значит, сделаю химку маленькую. Сделаю там маленькую дырочку. И в ней будет сидеть маленький мышонок. И я, когда буду кушать, у меня будут крошки хлебные туда падать. Мышонок будет подбирать и сидеть кушать. Там сыр ему буду иногда складывать туда в бороду. Но это надо, конечно, очень что-то прям сделать кошмарное, чтобы у меня волосы были как, не знаю, как солома какая-то. Я прям вылитая барон Мюнхгаузен? Да, да. Нет, спасибо, я не буду из этих волос ничего делать. Это же... Не хочу об этом думать. На лысо я, если подстригусь, пойду на работу просить повышения зарплаты у директора, я тогда предполагаю, что быстренько приедут санитары, заберут меня и увезут далеко, далеко. И я там буду в этом далеко-далеком жить, процветать со своей, значит, бородой из волос и потихоньку выдергивать по одной волосинке и, значит, как Хаттабыч, трах-тебе-дох делать. Анус запеканус, желание исполнямус. А желание не исполняется, но я буду это делать, пока моя борода не кончится.
Шутки с фу-эффектом? Ну, конечно, люблю, но, понимаешь, не на стриме, потому что ты же не видел лицо мое, когда вот эти вот шутки с фу-эффектом идут, и если там прям нормальный такой фу-эффект, я буду кривиться, как непонятная жопа, которая только что, блин, приняла дозу литровую лимонного сока неразбавленного. В смирительной рубашке буду бегать по дурдому с бородой наперевес. Это будет вообще отличный вариант. А меня кто-нибудь навещать будет? Апельсины мне приходить чистить, кормить, мандарины, яблочко там, бананчик, все такое. Или все, меня отдадите на растерзание этим непонятным санитарам, а? Предупреждать надо было. Ну все, теперь ты знаешь. Нет, я как бы вот эти всякие шутки-то поддерживаю. Я сама люблю так шутить, но на стримах как бы я начинаю представлять, если я не остановила свою фантазию, я начинаю это все фантазировать, потом начинается, как будто я реально там только что в себя засунула, либо залила литр водки, либо съела лимон нечищенный, целиком прям вот так в рот закинула. И просто там сидишь, морщишься, кривишься. И такие, фу, да Катя некрасивая. Конечно, когда ты сморщишься, ты тоже некрасивый будешь, как куриная жопа. Ах, наболтались? Набалделись? Заканчивать будем? Ребятки. Завтра мы с вами встретимся в это же время. Да? Да. Да, стрим лампа, но спать тоже надо. Наболтались, идти укулеле брать. Мне надо сначала когти подстричь, уже достаточно большие когти. И на укулеле с такими когтями уже не поиграешь. Ты будешь меня навещать в дурдоме? Хорошо, отлично. Хоть, наконец-то, хоть кто-то вызвался меня навещать в дурдоме. Чтобы санитары с ума сходили. Будешь мне приносить волосы? Слушай, будешь приносить мне волосы всякие разноцветные. Солишки можно заказывать, там реально куча всего. Либо будешь, когда ко мне будешь ехать, там в какую-нибудь деревню заехал, лошади, если там ходят у кого-нибудь, просто у коня хвост. Хч. Там же копна вообще ого-го. Привезешь, я себе не только на бороду наклею. Я себе там вот так вот пучочек один сделаю. Мне же там на лысо будут брить постоянно. А я себе сделаю, как, помните, вот Китай, когда у них вот эта вот маленькая была штучка, вот такая чик-чик-чик, и такой хвостик. Утюх. У кого еще такая фигня была? Когда-то давно у казаков. Такая же тоже была. Хвостик маленький. Все выбрито. Такой маленький хвостик и такая утю-тю. Как у поросюшки. Завитушка. Не, ну это у кого завитушка делается. А у кого не делается, то не делается. Я обещала послушать песенку номер 13. И не послушала. Прикинь, да, реально, я коза. Я не послушала вчера, потому что я пошла спать. А сегодня я работала. А потом пекла блины. А потом сегодня... История такая есть веселая у меня. Я сегодня у себя на техническом этаже думала, что застряла надолго. Мне надо было посмотреть, какая у меня штучка там, водонагреватели, короче, там Тена и анод. И, значит, мне надо было посмотреть, какой там разъем, потому что мне должны заехать купить Тену с анодом, а завтра приехать и как бы все это дело помочь поменять. И, значит, я залезла на свой технический этаж. А у меня там нету лестницы нормальной, у меня такая приставная лестница. Ах, я, короче, туда залезла, а у меня ездила, пылесосила Изаура. Она проехала, там из зала в коридоре уже поубиралась, я думаю, ну все, она поехала в комнату, как бы переживать не о чем. Оказалось, есть о чем. Я когда залезла туда, будем называть это чердаком. Это по факту не чердак, но типа чердак.
Короче, я туда залезла, она такая разворачивается и едет прямиком к этой лестнице, и такая в нее ударяется, и лестница вот так вот жух, поехала. И я такая, ага. Она нормально таки уехала, то есть если бы я, ну, как бы просто не слезешь. И я сижу такая, та-та-там. Вот вам высота, сколько получается? 2 с копейками. И я такая, упс. Ну, спрыгивать-то как бы, ну, явно не спрыгнешь там, потому что лестница как попала. Но я такая думаю, блин, надо же что-то пробовать делать. Давай, короче, слазить потихонечку. Так села на край, ногой тянусь туда, и давай ногой пытаться за верхние эти перекладинки на этой лестнице дотянуться и подтащить лестницу к себе. Слава богу, у меня это удалось, и я благополучно вылезла со своего технического этажа, но это было весело. Я поугарала, я, наверное, посидела там сначала, может быть, минут 5 поприкалывалась сама над собой, что я застряла и буду просто жить у себя на чердаке. И никакого стрима сегодня не будет, буду вещать просто через телефон, запущу и буду вам показывать, что я сижу в плену просто. Но потом, ничего, спустя время я подрубила мозг, такая чик-чик, так я же дотянусь. Ну, как бы руки сильные, вес не сильно большой, ничего, дотянусь. Ну и все, молодец, дотянулась. Рабыня Изаура, да, она самая. Это у меня дешевенький сяомишный робот-пылесос. Я его себе давно брала. И он ездит и убирает за моей маленькой мохнатой жопой, которая Скай. Потому что от нее шерсти очень много. Я Изауру подрубаю, она проехалась по всему дому, шерсть эту собрала. Потом там либо пол спокойно помыл. У меня, конечно, есть еще один пылесос нормальный. Я им обычно диван вот так по дивану, потому что шерсти дофигища скаюха оставляет. А заставить ее я не могу не сидеть на диване. Где ей сидеть? У меня как бы домик маленький, да. И в клетку ее посадить, но это вообще жестоко по отношению к ребенку. Поэтому она как бы живет где хочет. Хочет на диване, спит на диване. Иногда она делает Джон Зина, просто разбегается на диван, прыгает, начинает вот так спиной еозить, как медведь об дерево, который спинку чешет. Вот она также по дивану еозит, и понятное дело, что вся ее шерсть в диване. Вот я с определенной периодичностью этот диван пидорю пылесосом обычным нормальным, потому что, ну, Изаура-то там не справится точно. Вот. Вот такие вот дела. На руках повиснуть и спрыгнуть. Ага. Не-не-не, там же и лестница еще мешает. Там можно спрыгнуть неудачно и переломать себе ножки. Поэтому, как бы вот так. Ну ничего, я вот же с вами. Вот она я. Все нормально со мной. Руки, ноги целые. Все хорошо. Все, историю веселую рассказала. Эпизод 2 игрушки прошла. Завтра в планах 3 эпизод. А сейчас будем прощаться? Да? Прыгать в трусах. Кошмар. Там смотрели когда бандита, потому что есть бандит. Кошмар. Это в городе одном есть памятник, по-моему, он так и называется, памятник любовнику. Там мужичок, типа, свисает, вот так держится, свисает с окна, в одних трусах, голенький. По-моему, он так и называется, памятник любовнику. У меня где-то даже фотка есть. Я ездила в командировку, ну как ездила, летала в командировку и гуляла чуть-чуть по городу, и вот эту фигню видела. Вот такие вот дела. Все, ребятки, всем сладких снов, кому-то хорошего вечера, кому-то, может быть, уже доброго утра. Завтра всем отличного настроения. Завтра всех жду вечером. Будем играть с вами в 3 эпизод. А пока что. Чмоки-чмоки всем в обе щеки. До встречи на просторах интернета. Пока-пока.